Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии Федеральное ведомство по миграции и беженцам закрыло доступ к интеграционным курсам для десятков тысяч мигрантов и беженцев из Украины и стран Европейского Союза. Люди остаются без возможности учить немецкий язык и разбираться в правилах жизни в стране. Что теперь будет с поиском работы и смогут ли люди в таких условиях нормально встроиться в общество? И это еще не все. В Германии сейчас полиция опубликовала фотографии изнутри банковского хранилища после одного из крупнейших ограблений депозитных ячеек в истории страны. Почему в такой ситуации даже банковские сейфы больше не выглядят абсолютно надежными? И напоследок, внутри Христианско-демократического союза ХДС обострился конфликт по миграционной политике перед партийным съездом. Фридрих Мерц пытается удержать баланс внутри партии, в то же время Урсула фон дер Ляйен настаивает на общеевропейских правилах для Германии и всей Европы. Как это может отразиться на пенсионной системе Германии, если отток мигрантов начнется уже сейчас? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии Федеральное ведомство по миграции и беженцев расширило запрет на доступ к интеграционным курсам для мигрантов и беженцев, и теперь десятки тысяч людей остаются без возможности участвовать в них. Я напомню вам, что раньше, если человек приехал в страну и хотел учить язык, понимать законы и обычаи, он мог подать заявку на участие в курсах. Это помогало быстрее найти работу, понять правила и адаптироваться. Сейчас ведомство в официальном письме сообщило, что в текущем бюджетном году вообще не будут выдаваться разрешения на участие в таких курсах тем, кто ранее мог попасть туда по заявлению. Это касается не только тех, кто приехал и хочет интегрироваться, но и таких категорий, как просители убежища, лица с временным статусом, люди из Украины и даже граждане других стран Европейского Союза. То есть, если раньше они могли получить доступ к курсу, сейчас этого не произойдет. И мы с вами должны понимать саму причину. Такие изменения происходят из-за давления на бюджете и попыток правительства Фридриха Мерца снизить расходы, так и в последние годы количество людей, желающих пройти курсы, заметно выросло, особенно в 2023-2024 годах, когда в них обучалось рекордное число мигрантов. Это уже создает серьезные проблемы для людей, которые приехали в Германию и пока слабо владеют немецким языком. Вот нашел пример из жизни. 36-летний Ахмед из Дортмунда рассказывает, что он подал документы на интеграционный курс еще осенью, ведь без хорошего языка найти работу в сфере логистики сложно. Однако ему пришел отказ. Мест нет и не ожидается. Ахмед говорит, что теперь ему остается только искать платные курсы, а это, соответственно, дороже и дольше, и о работе с нормальной зарплатой пока говорить не приходится. Другой пример – это 29-летняя Ольга из Ганновера. Она приехала из Украины, знание немецкого у нее начальное, и без курсов ей было бы сложно общаться с врачами, школьными учителями и даже в магазине. Ольга пыталась записаться, но получила отказ и теперь вынуждена самостоятельно учить язык по приложениям и недешевым частным урокам. Профессиональная организация, которая проводит такие курсы, уже предупреждает о последствиях, что без четкого доступа к интеграционному обучению ухудшаются результаты адаптации мигрантов, снижается уровень владения языком и растет риск социальной изоляции. При этом сами курсы стоят государству значительные средства. И сейчас в правительстве канцлера Фридриха Мерца говорят о необходимости свести риски по бюджету к минимуму. Мы с вами должны понимать, что последствия почувствуют не только сами мигранты, когда люди не могут быстро освоить язык и правила жизни в Германии. Это усложняет для них поиск работы, снижает их шансы на высокий доход и больше нагрузок ложится на социальные фонды. Если Германии действительно нужны рабочие руки и интегрированное население, отсутствие языковых курсов может привести к долгосрочным потерям для рынка труда и бюджета. И еще хочу акцентировать ваше внимание на том, что курсы можно проходить самостоятельно, но, как вы понимаете, это уже полностью за свой счет и с дополнительными затратами на время и деньги. И на самом деле это далеко не по карману многим переселенцам и тем, кто еще не имеет стабильной работы. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии полиция впервые опубликовала фотографии изнутри банковского хранилища с депозитными ячейками после одного из крупнейших ограблений банков в истории страны в Шпаркассе в Гельсенкирхене. На снимках вы можете видеть, как после взлома и вскрытия порядка 3100 банковских ячеек на полу лежат сотни кассет и документов,
а десятки тысяч предметов были аккуратно отсортированы и зафиксированы следователями. Напомню вам, что данный инцидент произошел еще в конце декабря 2025 года, я вам о нем рассказывал. Неизвестные пробурили большую дыру в стене хранилища, проникли в помещение через подвал и внутри вскрыли огромную часть ячеек, в которых немцы хранили наличные, украшения, документы и ценности. Работа полиции по катализации вещей шла несколько недель. Сейчас на опубликованных снимках вы видите, что следователи пересмотрели более 50 тысяч предметов, которые предварительно отсортировали по категориям, чтобы найти следы преступников и установить, что именно было украдено. И нам с вами этот случай наглядно показывает, что даже банковские хранилища, которые сейчас считаются самыми надежными, могут оказаться уязвимыми. Ведь многие вкладчики надеялись, что их ценности находятся в полной безопасности под замком, но после инцидента около 1200 пострадавших уже были опрошены полицией, а сотни еще ждут вызова. В одном из интервью 52-летний Эрик из Гельсинкирхена рассказал, что сберегал в ячейках монеты и золото, полученное от семьи много лет назад. Он до сих пор не знает, что из этого вернется. По словам Эриха, для него это ощущается как потеря важной части семейной истории. Сразу приведу еще одну историю. 28-летняя Эмилия из Эссена, которая хранила документы на недвижимость и коллекцию марок, собранную ее дедушкой. Эти вещи для нее не просто материальные, это часть семейной памяти. И потеря их после взлома стала для нее сильным потрясением. Сейчас полиция продолжает расследование, но сразу скажу, что пока никаких подозреваемых официально не задержано. А филиальное отделение банка Шпаркассе в Германии продолжает работать, за исключением того, что само хранилище с депозитными ячейками остается закрытым до окончания всех экспертиз. Таким образом, вы видите, что этот случай сегодня вызывает много вопросов о том, как люди хранят свои ценности и насколько надежна сегодня является банковская защита подобных ячеек. Как вариант, если вы используете банковское хранилище, стоит документировать содержимое, например, делать фото, ввести список, возможно использовать независимые оценки, потому что в случае взлома доказать стоимость потерянного будет трудно. Еще хочу вам сразу сказать, что на самом деле сейчас в Германии, впрочем, как и в Европейском Союзе, в целом такие случаи редкие, но очень показательные, то есть даже самые безопасные места не являются абсолютно неуязвимыми. И это важно понимать каждому из вас, кто хранит ценности не просто на счете, а, скажем так, лично в руках банка. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас в Германии внутри партии Христианско-демократический союз ХДС назревает конфликт вокруг миграционной политики. Мы с вами каждый день уже на протяжении последнего года слышим, как партия говорит о жестком курсе, но на практике так и не решается на конкретные шаги. Это стало особенно заметным перед федеральным партийным съездом ХДС, который, напомню, вам пройдет 20-21 февраля 2026 года. Хочу вам сказать, что сегодня ситуация выглядит так. В ХДС, Христианско-демократическом союзе, есть группа политиков, которые требуют конкретных мер, то есть сократить въезд мигрантов, ограничить так называемую дополнительную защиту, ускорить отказы тем, кто не имеет права на убежище, и усилить контроль на границах. Эти требования поддерживают многие региональные отделения партии, особенно в землях, где перегружены школы, социальные службы и муниципальные бюджеты, а пенсионный бюджет под ударом. Хватит ли в будущем денег для пенсионеров в Германии при таком развитии событий? Но складывается такая ситуация, что когда дошло дело до официальной программы съезда ХДС, руководство партии резко включило заднюю. Сегодня вместо четких решений в проекте резолюции появились формулировки вроде «поручить проверить», «подготовить анализ», «изучить возможность». По-немецки это называется «поручение на проверку». Проще говоря, ничего не решаем сейчас, а откладываем на потом. Почему же так происходит? Потому что ХДС, Христианско-демократический союз, боится сразу двух вещей. Первое – это раскол внутри партии, как вы уже знаете, часть ХДС хочет жесткую линию, другая боится потерять умеренных избирателей. Вторая – это конфликт с партнерами в Берлине и в Брюсселе. Канцлер Фридрих Мерц сейчас оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он публично говорит о порядке, контроле и пределах миграции, с другой не готов вести жесткие решения через партийный съезд, понимая, что они могут не пройти голосование или вызвать открытый бунт внутри партии. Кстати, хочу вам заметить, что отдельное давление идет и со стороны Европы. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что Германия должна действовать в рамках общеевропейских правил,
и не может самостоятельно закрывать двери. В Брюсселе опасаются, что слишком жесткие шаги Берлина создадут цепную реакцию в других странах Европейского Союза. Таким образом, сейчас складывается странная ситуация. Проблема миграции признается, недовольство населения признается, перегрузка городов и кому также признается. Но когда доходит до решения, ХДС выбирает осторожность и откладывание. На этом пока все. Спасибо за просмотр.